Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить вкусный торт, который готовится без выпечки просто и легко. Торт приготовлен из нежного творожного крема и мягкого шоколада. Очень нежный, можно сказать, тает во рту. Ингредиенты рассчитаны на торт размером 21 на 15 см, высотой 4 см и весом килограмм 300 граммов. Давайте приготовим. Соединим вместе 50 граммов или миллилитров сливок жирностью 30-35%, 50 граммов или миллилитров молока, 5 граммов или 1 чайную ложку ванильного сахара. Перемешаем, чтобы ванильный сахар полностью растворился. Это будет пропитка для печенья. Для основы будем использовать бисквитное печенье савоярди. Пропитываем печенье в пропитке, даем пропитке стечь и выкладываем в один ряд на тарелку. Я использую готовое печенье савоярди, это воздушное бисквитное печенье. Такое печенье вы можете приготовить сами. Ссылку на рецепт, как приготовить печенье савоярди, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. При желании печенье можно заменить просто бисквитом. На тарелку устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Если формы нет, то торт можно сформировать в глубокой чаше по типу десерта тирамису. Приготовим крем. Соединим вместе 90 граммов или 4,5 столовые ложки без верха сахарной пудры и 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. В чистой сухой холодной чаше взобьем 300 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на минимальных оборотах миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно в два этапа добавляем к ним сахарную пудру и ванильный сахар. Взбиваем на средних оборотах миксера, надо, чтобы сахарная пудра растворилась. Когда сахарная пудра растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума, взбиваем сливки до воздушного состояния. Добавляем в взбитые сливки половину мягкого пастообразного творога. Перемешиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Всего для крема нам понадобится 400 граммов мягкого пастообразного творога. Можно брать любой мягкий творог, который вы любите. У меня творог приготовлен из кефира. Ссылку, как приготовить такой творог, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Добавляем оставшийся творог. Взбиваем на средних оборотах миксера до воздушного состояния. Если у вас творог с крупинками, то сначала его взбейте блендером или протрите через сито. Творог в данном рецепте можно заменить сливочным сыром. Крем готов, он получается нежным, воздушным и при этом отлично держит форму. Перекладываем половину крема на печенье и равномерно разравниваем. Убираем торт в холодильник и приготовим мягкий шоколад. 75 граммов черного шоколада с содержанием какао 50% высыпаем в 75 граммов или миллилитров сливок жирностью 30-35%. Нагреем все вместе в микроволновой печи или на водяной бане до горячего состояния, кипятить не надо. И перемешаем венчиком до однородного состояния. Выливаем шоколад на крем и равномерно разравниваем. Убираем торт в холодильник примерно на час, чтобы шоколад застыл. На застывший шоколад выкладываем оставшийся крем и равномерно его разравниваем. Убираем торт в холодильник и приготовим мягкий шоколад. Также соединим вместе 75 граммов шоколада и 75 граммов жирных сливок. Нагреем все вместе в микроволновой печи или на водяной бане до горячего состояния, кипятить не надо. И перемешаем венчиком до однородного состояния. Выливаем шоколад на крем и равномерно разравниваем. Убираем торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы шоколад застыл и крем стабилизировался. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Сверху торт украшаем шоколадом. В 10 грамм шоколада добавляем 1/4 чайной ложки растительного масла. Нагреем все вместе в микроволновой печи и размешаем до однородного состояния. Делаем на пакетике маленький срез с уголка и рисуем шоколадом сеточку. Также рисуем мелкую сеточку по краю торта. Готовый торт подаем к столу. Советую вам его приготовить. Торт очень нежный, вкусный и при этом просто и легко готовится. Прекрасный торт как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.